Барев – народ. Ни для кого не секрет, что Армения – это страна с богатейшим наследием и культурой. Но как возникло армянское государство, знает далеко не каждый. Какие события, люди и идеи стали катализаторами этого процесса? В сегодняшнем выпуске мы пустимся вглубь веков, чтобы понять, как возникло армянское государство на фоне сложной политической обстановки, влияния соседних государств, а также внутренних противоречий. Мы расскажем о первых царях, их великих победах и радостях, а также о трудностях и испытаниях, которые они преодолевали. Я думаю, что вы будете удивлены, когда узнаете, что армянское государство выстояло и сохранило свою самобытность на протяжении тысячелетий. Поэтому призываю вас подготовиться к увлекательному путешествию в прошлое, полному открытий и вдохновения. В первом тысячелетии до нашей эры протоармяне распространились уже на всем Армянском Нагорье. В результате этого происходит индоевропеизация той части населения, которая до этого говорила на урарто-хуритских языках. И, соответственно, господствующим языком становится армянский язык, который пережил хурито-урарский субстрат. Понятное дело, что слияние языков происходило вследствие слияния народов, то есть хаясцев, хуритов, урартов, лувийцев и других народов племен. Более подробно о формировании армянского народа вы можете посмотреть в нашем первом выпуске про этногенез армян. После падения Урарту в 590 году до нашей эры на ее смену приходит ее историческое наследие – Армянское царство. Первым царем Армянского царства становится Ерванд I, он же основоположник династии Ервандидов. В первые года своего существования Армянское царство находилось в вассальной зависимости от Медийской державы и было обязано выплачивать ей дань, а также помогать своим войскам во время военных походов Медийской державы. Но уже в 550 году до нашей эры Медийское царство завоевывает персидский царь Кир II, и в результате этой победы Кира II Армянское царство входит в состав Ахименидского Ирана вплоть до времен Александра Македонского, то есть до IV века до нашей эры. То есть мы видим, что армяне с самого начала своего становления как государство в течение 250 лет были в вассальной зависимости сначала от Медийской державы, потом от Ахименидского Ирана. И это, конечно же, сильно повлияло на культурное развитие Армении. Впервые в истории название Армения встречается в надписи ахименидского царя Дария I. Эта клинописная надпись была высечена на 3 языках в 520 году до нашей эры на Бехистунской скале и вошла в историю под названием Бехистунская надпись. Примечательно, что в древнеперсидском и иламском текстах этой надписи территория Урарту фигурирует уже под новым названием Армина, то есть Армения, в то время как в ассиро-вавилонском тексте употреблено старое наименование Урашту, то есть Урарту. Одновременно упоминание Армении и Урарту как идентичного названия одной и той же страны фиксирует историческую замену одного термина другим. Отмечу, что в бехистунской надписи сохранилось самое раннее изображение представителя армян, приносящего дань ахименидскому царю. Это изображение интересно тем, что одежда древних армян схожа с одеждой урарских послов, изображенных на рельефах ассирийских царей. В 519 году до нашей эры Дарий I разделил провинции персидской державы на 20 административно податных округов, то есть на сатрапии. Армения стала 13-й сатрапией. Точнее, эта сатрапия, 13-я, была организована лишь на территориях бывшего Урарту, где уже преобладало армянское население. А вот бывшие Урарты были Дарием отделены, их теперь называли алародиями. И вот этих алародиев Дарий поселил на землях вдоль восточной части Аракса, к востоку от Араратских гор. И эту территорию Дарий включил в
18-ю сатрапию. Во главе этих сатрапий стояли сатрапы, наместники царя, которые обладали огромными полномочиями. Они были обязаны поддерживать порядок в округе, подавлять в нем восстания, возглавлять местный суд, командовать войском и, конечно же, собирать подать с населения. Нам известно, что Армения выплачивала дань золотом и конями, а ее войско принимало участие в военных походах персидских царей. Сатрапами были чаще всего родственники и приближенные царя, но в некоторых случаях персидский царь старался широко вовлекать местную власть в управление. Так, правителями армянской сатрапии нередко становились представители уже упомянутых ервандидов, которые фактически обретали самостоятельность. Известно, что на рубеже 5 и 4 веков до нашей эры один из представителей ервандидов, а именно Ерванд, сын Артасуры, сатрап восточной части Армении, был женат на сестре персидского царя Артаксеркса II и занимал достаточно высокое положение при персидском дворе. 1 октября 331 года до нашей эры в битве при Гавгамелах армия великого Александра Македонского одержала сокрушительную победу над армией персидского царя Дария III. В этой битве в составе армии Дария III сражались армянские отряды под командованием Ерванда и Михр-Вахишта. Это были наследственные правители двух армянских сатрапий, которые входили в состав Ахеменидского царства. После смерти Дария III Александр стал считать себя наследником рухнувшей Ахеменидской империи, в том числе и всех подвластных ему держав. Это, конечно же, касалось и Армении, которая формально подчинилась Македонскому, но фактически оставалась независимой, потому что армия Александра Македонского никогда не вступала на земли армянского царства. Как мы знаем по истории, после смерти Александра Македонского его империя была разделена между его военачальниками-диадохами, иначе преемниками. Этот раздел привел к образованию эллинистического государства селевкидов, Египта, Македонии и Греции. В 301 году до нашей эры сатрапия Армения была включена в часть территорий, которые перешли в управление Селевка I. Селевк I был бывшим телохранителем Александра Македонского. И как раз в этот период возрождается древнеармянская государственность. А именно в центральной части Армении, которая охватывает бассейн озера Ван и область Арарат, была восстановлена независимость. Многие античные авторы называли эту часть Армении Большой Арменией. И вот в 306 году до нашей эры Армянское царство возглавляет очередной представитель ервандидов Ерванд, который был участником битвы при Гавгамелах. В течение 3 века до нашей эры Селевк I и его потомки селевкиды не раз пытались завладеть Арменией и принудить ее к выплате дани. Иногда им это удавалось, но по большей мере Армения отражала эти попытки и сохраняла независимость. Исторически засвидетельствовано существование двух армянских царств, которые по факту были независимы, хотя формально состояли в составе Селевкидской империи. Армянским царством управляли ервандиды, и центральной областью своего царства они сделали плодородную Араратскую долину. Столицей армянского царства сначала был город Армавир, это бывший урарский город Аргиштахилини, а в конце 3 века до нашей эры Ерванд IV построил новую столицу и назвал этот город Ервандашат. Еще одно армянское царство, Софена или Цопк, располагалась на юго-западной части Армянского Нагорья между реками Западный Ефрат и Западный Тигр. Софена находилась на особом положении. Она платила дань, а также участвовала в военных походах селевкидов. В первой половине 3 века до нашей эры царство Софена объединилось с соседней страной Комагеной в единое царство. Это произошло под властью царя Сама, который принадлежал династии ервандидов, но
но к другой ее ветви. Софена управлялась местными правителями, которые в III веке до нашей эры даже начали чеканку монет собственным изображением. То есть налицо явная самостоятельность и независимость управления. Но спустя некоторое время царство вновь распалось на две части – Софену и Комагену. В 212 году до нашей эры правитель Софены Ксеркс попытался отделиться от селевкидов, отказавшись платить дань. В ответ на этот отказ селевкидский царь Антиох III пришел в Софену с войском и осадил столичный город Ар-Шамашат. Видимо, во время противостояния выяснилось, что силы сторон примерно равны, поэтому Антиох III решил пойти на хитрость. Он уговорил Ксеркса подчиниться и в знак своего расположения отдал за него замуж свою родную сестру. Дело решилось миром. Ксеркс согласился на условия Антиоха и женился на его родной сестре. Но вскоре эта сестра убивает своего мужа Ксеркса, и Антиох III назначает правителем Софены Зареха. Зарех, так же как и Ксеркс, принадлежал к династии Ервандидов, которые брали свое начало от ахеменидских сатрапов Армении. Вскоре Антиох III захватил армянское царство и лишил власти его царя Ерванда IV. В конце концов, Антиох III включил в состав своего государства также и Малую Армению, и царство Комагена. Таким образом, получилось, что армянские государства вновь теряют независимость и становятся сатрапиями, во главе которых становятся наместники, те самые ахеменидские сатрапы. Но только разница в том, что наместники селевкидов назывались стратегами. Итак, стратегом от Антиоха III в Великой Армении становится Арташес. Это тот самый Арташес, который основал династию Арташесидов. Как раз-таки из этой династии самый знаменитый царь Армении Тигран Великий. А стратегом Софены был Зарех. И Арташес, и Зарех принадлежали к армянской знати и были полководцами в армии Антиоха III. В Малой Армении стратегом стал Митридат, сын Ксеркса и Антиохиды, сестры Антиоха III. Да-да, той самой сестры, которая убила своего мужа по приказу брата. В Комагене же стратегом стал македонец Птолемей. И так продолжалось 10 лет. Спустя 10 лет, в 190 году до нашей эры, в битве при Магнезии армия Антиоха III была сокрушена римлянами. На условиях римлян по Апамейскому мирному договору империя Антиоха III была вынуждена отступить на всех направлениях, то есть Селевкидская империя была разгромлена. Пользуясь ослаблением Селевкидской империи и перейдя на сторону римлян, Арташес и Зарех объединяют вокруг себя армян и провозглашают себя независимыми царями. Великая Армения достается Арташесу, а Зарех становится царем Софены и ряда расположенных к северу от нее областей. Рим также признал независимость и самостоятельность этих царей по Апамейскому договору. То, что династия Арташесидов в Великой Армении и династия Ервандидов в Софене были основаны одновременно, очень важно с исторической точки зрения, потому что это был первый раз, когда армянский народ, который до этого постоянно находился под властью то медян, то персов, то селевкидов, хоть и формально находился, но все-таки был зависим. То вот первый раз армянский народ объявил о своей полной независимости. И это очень важный исторический момент. Вследствие этой независимости в 166 году до нашей эры Арташес I основал на берегу реки Аракс в Араратской долине новую столицу Великой Армении – город Арташат. Город был хорошо укреплен и за короткое время стал одним из крупных торгово-экономических и культурных центров страны. Арташес I значительно раздвинул границы своего государства, присоединив к нему часть Малой Азии и ряд областей к северу от озера Сиван до Куры и Каспия. Об этом писал также и Страбон в своем труде «География». Рассказывают, что Армению, в прежние времена бывшую маленькой страной, увеличили войны Арташеса и Зареха. Они расширили совместно свои владения, отрезав часть областей, окружающих
народностей. То есть армянское царство Арташеса I практически занимала все Армянское Нагорье. При этом она была страной с компактным армянским населением, где все, по свидетельству Страбона, говорят на одном языке. Хотя сам по себе факт одноязычности не всегда говорит об этническом единстве, в случае с политикой Арташеса I его завоевание следует рассматривать как объединение армянских земель, а не просто как присоединение территорий к своему армянскому царству. Потому что те земли, которые присоединял Арташес I к армянскому царству, в основном были населены армяноязычными народами и армянами в принципе. То есть речь идет о собирании армянских земель. И в результате этого процесса политические границы армянского государства стали практически соответствовать этническим. Внутри государства Арташесом I была проведена первая в истории Армении земельная реформа. Реформа была направлена на размеживание общинных и частновладельческих земель. Об этой реформе свидетельствуют сделанные на межевых камнях надписи на арамейском языке. В целях усовершенствования военного дела, а также облегчения административного управления обширным государством, Арташес разделил страну на 4 крупных приграничных воеводства, иначе бдехшества. Арташес I в какой-то момент пытался присоединить к своим землям и армяноязычную Софену, но ему не удалось это сделать, так как Софене оказывала достаточно сильную поддержку соседнее государство Каппадокия. В Малой Армении властвовал Митридат. Он покорил область западного Париадра и северо-восточные районы Понта, а также расширил свои границы, доведя их до Черного моря. Как пишет Страбон о Малой Армении, царство их простиралось до Трапезунда. Название «Малая Армения» дали стране римляне и греки, дабы отличить ее от ее соседки Великой Армении. Малая Армения вскоре после смерти Александра Македонского отделилась от его империи. Малая Армения стала самостоятельным государством со столицей в Ани-Камахе. Это нынешний турецкий город Кемах. В конце II века до нашей эры Малая Армения была завоевана Понтийским царством Митридата Евпатора. После смерти Митридата Малая Армения попала под власть римлян. Некоторое время Малая Армения находилась в составе Великой Армении, но после вновь перешла к римлянам. В конце III века уже нашей эры при императоре Диоклетиане Малая Армения была выделена в отдельную провинцию, которая впоследствии разделилась уже на 2 части. После раздела Римской империи в 395 году на западную и восточную части Малая Армения находилась в составе Византийской, то есть Восточной Римской империи. После этого Малая Армения была завоевана турками-османами. В общем и целом мы видим, что Армения процветала во всех направлениях, пользуясь своей независимостью, объединением земель и объединением народа. И это было только началом. В следующем выпуске мы более подробно поговорим о правителях династии Арташесидов, в том числе о Тигране Великом и его Армении от моря до моря. Процесс формирования армянского государства – это удивительная история, наполненная мужеством, стойкостью, непоколебимостью и неугасимой жаждой свободы и единства. На протяжении многих веков мы видим, как различные государства процветают и присоединяют территории армян к своим владениям. Но это все оказывалось временным явлением, потому что армянский народ жаждал сам решать свою судьбу, хотел независимости и хотел нести свою идентичность в этот мир. Оглядываясь на путь, пройденный армянским государством, мы можем извлечь полезные уроки стойкости и единства. Узнав о нашем прошлом, мы можем строить светлое будущее, которое будет отображать многообразие и богатство нашей культуры.
Друзья, если вам был полезен этот выпуск, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео, потому что мы хотим, чтобы как можно больше армян узнало истинную историю Армении. Также, если у вас есть желание поддержать наш проект, вы можете это сделать, перейдя по ссылкам в описании. Мы верим, что совместными усилиями мы можем донести историю Армении в каждый дом. Спасибо, что были с нами. Мнак Баров.